Ну чё, доволен покупкой? Не, я как бы знал, что это трэш. Но я не думал, что настолько. Ну это же временная история. Я там, кстати, чай заварю. Какая временная история, нам не год жить. Пойдем-ка посмотрим, что там заварил. Так, как обычно в моих видео, краткая предыстория. Я и моя команда более года уже находимся в Москве. И так получилось, что мы живем и работаем на одном объекте. И сейчас настал тот момент, когда нам нужно съезжать с этого дома, но работы еще, естественно, не закончены. А из москвичей у нас только один человек. Соответственно, острый вопрос стал, где же мы будем жить. Каждый день ездить по московским пробкам туда и обратно, как минимум, экономически нецелесообразно. Поэтому мы решили переехать в бытовки. Нам срочно нужны были контейнеры, и, естественно, нам пришлось кое-что купить. Смотри внизу, там просто тупо доски. Тупо доски внизу. Ничего, какие там закладные. Ничего. Смотрите, как контейнер выгнуло. Там колонка бошевская, нужно спасать. Колонка бошевская пофиг. На тест проверим. Там телефон вообще его выгнуло, посмотри-ка. Опасная история. Опасная история. И поскольку мы не теоретики, а практики, мы сразу начали ездить по базам, смотреть, где что продается, смотрели внутри, как это выглядит. Мы были на производствах. Короче, недоработка остова. Сейчас покажу. Видишь, смотри, видишь? Эту самую, просто клеенку захерачили и все туда. Без всякой пароизоляции. И в остове стоит вода. То есть так сделана ферма. И в клеенке вода стоит, да. Ну, понятно. Бытовок познакомились с ребятами, которые там работают, посмотрели, с чего они делают, и нас все это очень сильно не устроило. Изучив рынок, мы поняли, что продается какая-то история для севера, которая не подходит нам по габаритам и по цене, либо же продается полный хлам из говна и палок. После того, как мы приехали с разных баз, мы решили 100% не использовать дерево в наших конструкциях. Мы решили использовать металл. Я думаю, не надо объяснять почему. И мы начали проектировать нашу бытовку для временного проживания, и на этапе этого самого проектирования нам еще больше захотелось сделать этот проект. И мы начали все взвешивать. Мы долго выписывали, сколько весит металл, думали тройку использовать, двойку, четверку, там это будет в следующих сериях. Так как очень легко найти 10-тонные краны и перевозка до 20 тонн, поняли, что вес нашего дома должен составлять примерно нетто около 2 тонн, бруто до 5. Когда стал вопрос о транспортировке наших домов, мы решили вникнуть в разрешенные габариты. 4 метров до 20. Это габарит. 4, 2, просто в туннель не зайдешь. 4, короче, 4, длина 22, длина 22 нас не интересует, нам 7 метров надо, 7 метров спокойно. Мы решили использовать габариты, разрешенные на дорогах общего пользования. А ширина нам самое главное, ширина не больше у машины, ширина 2,55, но габарит 2,65, то есть мы можем там свес, то есть они могут свисать, и 4 метра. 4 метра мы точно войдем. Мы нашли самую низкую платформу для перевозки наших домов, и ее высота составляет около метра. Поэтому высота наших домов 2850 миллиметров. Мы влазим в габариты. И вот он родился. Давайте вместе посмотрим, что у нас из этого получится. Поехали. Я с потом на спине и дрожью в голосе вспоминаю те времена, когда мы приходили на стройплощадку и просто привозили с собой инструмент и начинали херачить. А почему мы это делали? Потому что у нас не было времени, мы спешили, всегда опаздывали и так далее. Но самая большая боль в том, что когда проходило 5 часов работы, мы понимали, что мы неправильно начали, не оттуда, и все нужно переделать, то, что мы делали. И мы брали и переделывали. Поэтому сейчас
когда мы повзрослели, что мы сделали, Ванюк? Мы спроектировали для себя рабочую площадку. Проще говоря, чтобы не месить грязь и работать на ровной поверхности в комфорте, мы сделали просто площадку, на которой мы будем работать. То есть первое, что мы спроектировали, это стойки. Стойки для нашего дома, завари дома. То есть для того, чтобы мы работали на комфортной высоте от пола, чтобы нам было удобно подойти, подварить, подкрасить и так далее. Потом мы сделали подмост, который у нас будет немножко выше. И сверху него мы, получается, поставили настил. И тем самым мы получили мега комфортную площадку. Но более того, мы получили полную деталировку. То есть мы четко знаем, что у нас 3800, 7 деталей, 50 на 150 из бруса. То же самое мы знаем, что у нас 5900 на 7 деталей из того же бруса. Или мы знаем, что у нас дюймовки 25 на 150 нам нужно 5916 штук, 1300, 100 и 50. То есть человек придет, станет на пилу, получит эту деталировку и будет спокойненько работать. Мы даже знаем, где у нас перехлесты доски. И что нам нужно на эти перехлесты. Там 50 штук по 7. 5332, метр 30. Все, отлично. Вот у тебя он, уже по есть. 50, Все, они уже которые есть. 5330, Ну все, мы с Саней тогда будем 5900. собирать. Все, я понял. 5900 же у тебя здесь написано? Да, 5900. 5900, 5330, 3820. Обожаю так работать. Вот это огонь. Короче, я пошел за саморезами. Знаете, в чем самый кайф, когда ты работаешь по проекту? Когда у тебя есть вон там бумажки, которые лежат, у нас есть это все. Я знаю, что мне сейчас нужно 5 соединителей. И смотрите, магия. Я к этому даже не подходил. Я просто подхожу, беру 5, которые мне нужны. Или мне нужна одна балка. Вот смотрите, она лежит. Я к ней даже не подходил. Это делали отдельные люди. Я просто собираю. Они то, что пилили, даже не знают, что пилили. Просто напилили по размеру. Вот это называется работа по проекту. Немного расскажу про, на самом деле, вот очень интересная штука, которую мы придумали. Это на самом деле получилось очень спонтанно, когда мы поставили пилу. Если вы заметили, у нас две пилы на одной станине, и они на одном уровне и в одной плоскости находятся. И по металлу пила, и по дереву пила была в одном уровне на одной стойке одновременно, потому что это удобно, чтобы лишний раз не скидывать. И такой, то есть отпилил металл, там кто-то подошел, другой отпилил дерево, и все круто. То есть для того, чтобы нам это сделать, нам в этой пиле пришлось сделать еще 2 дополнительных отверстия и закрепить сюда, и подложить OSB, и гаечками мы подровняли высоту. То есть мы выравнивали это прям в ноль. На одних и тех же крепежах, вот тут, если посмотреть, вот, так, не предусмотрели, чтобы вот эта фигня цеплялась на основную станину. Если они сделают, чтобы все пилы у них были на одном уровне и в одной плоскости, и сцеплялись на эту станину, это будет вообще шик-бомба. А так пила огонь. Чем пилить? Есть диск по льду? Да. У нас есть такой вот список деталей, которые мы должны напилить для нашего подмоста, для нашего завари дома подмоста, по которым будем ходить, ну это еще покажем. Сейчас мы напиливаем заготовки на сам подмост, на основные его части несущие, и на колышки, которые будут держать наш завари дом, это стойки. Стойки мы их сделали специально для этого дома. Как же приятно работать, когда вот у тебя есть весь инструмент, который тебе нужен. Просто вот этот кайф может понять только мастер. Меня зовут Сергей, я занимаюсь монтажом гипсокартона. Всем привет, меня зовут Ванек, мне 24 года, и я не женат. Меня зовут Рувим, и я всю свою сознательную жизнь работаю на стройке так или иначе. Но конкретно в этом проекте... Привет, меня зовут Александр. Я участвую в проекте «Завари дом». На данном проекте я занимаюсь сварочными работами, и поэтому держак у меня всегда в руке. Я всю жизнь работал как бы на стройке, с этим я связано было все, и вообще, чтобы работать на стройке, на самом деле нельзя просто работать, нужно жить стройкой. Нравится этим заниматься. Ждем итога. Здесь мы решили сами сделать, поэтому для меня это такое что-то новенькое. Именно поэтому мы решили сделать себе дома
мобильные дома и будем жить на объектах. Вот именно так. Вот он, этот наш проектик, видите? Мы Нахрен с таким проектом. А что тебе не нравится? Идеально. Я подошел, взял оси, разметил, закрутил. В чем самая фундаментальная разница между шуруповертом и винтовертом? Винтовертом сейчас я одной рукой спокойно придерживал заготовку, второй крутил. И мне не выворачивало руку, я могу это делать двумя пальчиками. Если же вдруг я захочу ту же самую операцию, допустим, проделать шуруповертом, сейчас покажу. Принципиальная разница. Я уже не могу удержать его, он мне выкручивает руку. Это с учетом того, что он прокрученный. Я не могу его удержать. А я в прошлый раз еще заготовку даже держал. То есть он выкручивает. А этот за счет тангенциального удара, он просто вбивает, грубо говоря, саморез в дерево мелкими ударами. Несмотря на то, что у нас вся деталировка, все напилено ровно, естественно, брус мы взяли самый дешевый, который был, и он, естественно, весь кривой. Что мы делаем для того, чтобы притянуть друг к другу? Простейший лайфхак. Мы берем просто струбцину и делаем вот такое простейшее движение. Простейшее движение. Я до этого не додумался, кстати, мне подсказали. Все, и мы стянули две доски друг к другу. Если кратко о концепции проекта, мы хотим добиться полноценного круглогодичного проживания где угодно. То есть на любой парковке, на любой базе, неважно, на даче, куда угодно мы можем отвести свой дом. В реалиях Москвы современный дом — это больше, на самом деле, как сказал Рыбаков, коробка для спанья, и мы этой концепцией и преследуем. То есть мы хотим сделать очень комфортное, технологичное место, где мы будем спать. Естественно, оно должно быть оборудовано полноценным санузлом с водоподготовкой и водоочисткой. Оно должно быть подготовлено с кухонная зона, чтобы можно было приготовить. То есть стиралка, посудомойка, сушилка. Все это должно присутствовать. Должен присутствовать пылесос, причем в нашем случае это будет встроенный пылесос, так как об этом в других видео. У нас будет подготовка воздуха, залповое проветривание. Также будут теплые полы, теплые стены. Ну и в целом это будет очень технологичная такая история. Самое главное то, что это аккумуляторная история. То есть это аккумуляторная история 18-вольтовая, на нее можно поставить, она работает на той же платформе аккумуляторов, что и шуруповерты, болгарки, X-Log, которые и все остальные там. То есть винтоверты, гайковерты, все на ней. Немножко в неудобном месте расположен лазер, но он постоянно забивается. И вот они предусмотрели вот с этой стороны, но вытаскивается, протирается и обратно. Лазер, то есть защита лазера. Стеклышко, вот оно вытаскивается, чистится, обратно раз и все. И опять работаешь. Вот. Ну, поле отведения, ручка. И я думаю, наверное, эта пила была создана именно вот для этой платформы, потому что они идеально вместе работают. Вообще в космос. 10 заготовок там. Еще одну за 50 вырезать, а это уже готово у нас. Все. Не одну, а две.
Ну, у меня там 10, здесь 11. У нас всего сколько? Будем делать 12. Да. Не 10, а 12. Когда мы поставили наши тумбы на песок, мы поняли, что они работают именно так, как мы хотели. И если честно, было очень приятно работать, так как все, как мы планировали, все, как мы начертили в нашем проекте, вплоть до каждой досточки у нас сошлось. То есть мы напилили заранее абсолютно каждую, даже самую маленькую доску и просто собирали. Это было на самом деле очень клево, когда вот так сходится, поскольку подиум это простой довольно-таки элемент, он у нас сошелся просто в идеал. Today, I'm gonna live it up. The beat echoing in my ear while I'm staring at the clock. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Итак, для того, чтобы ровно выстроить остров, мы используем простую и нехитрую технологию. Поскольку мы строим на песке, мы сейчас под наши тумбы начистим такие площадки ровные, и мы будем точно знать, куда нам нужно их установить. Ровно здесь посередине пройдет наш квадрат 80 на 80. И то есть это у нас будет, вот, можно понять, где мы будем строить. Вот Короче, выставляем мы наши тубы, чтобы они не болтались на песок. Вообще у песка очень маленькая степень усадки, так скажем. Маленькая степень усадки. Вот. Сейчас мы песочком все подровняем, подобьем. И будет он стоять не шататься. Вот он уже почти не шатается. Сейчас с той стороны тоже подобьем. Он будет не шататься. Static electricity, you touch moving to the sound. Your lips are all I need. When the music comes around. Я приподниму ее чуть-чуть под это самое. Теперь они несколько миллиметров.
того, чтобы нам было удобно работать, мы все-таки реализовали нашу задумку. Мы сделали такой некий импровизированный стапель. Заняло это у нас один полный рабочий день, но по факту 2, потому что в первый день мы много разгружали металл. И у нас действующий объект, нам некогда все время уделять только этому проекту. Tick-tock, not gonna waste a day. I'm gonna live it up. The big queen in my ear while I'm staring at the clock. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Just a static electricity. It starts moving to the sound. Your lips are all I need. When the music comes around, you bring up the energy and never bring it down. I was a При помощи лепесткового круга и роtaционного нивелира мы выровняли наши тумбы в абсолютный ноль. Все, это был последний штрих. Мы закончили наш импровизированный стапель и подиум. Для того, чтобы нам было удобно работать, мы выровняли в абсолютный ноль все ложементы. Я не знаю, как правильно называть. Назовем это наш импровизированный стапель. Мы выровняли в ноль. Да. И завтра мы уже приступим к основным видам работ. Оставайтесь с нами. hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. У нас мнения разделились. Точность наша все. В промышленных объемах на толстостенном металле, то есть, его И я тут лазю на высоте. Внутри теперь при производстве, скажем так, отделочных работ мы спокойно можем использовать измерительную технику. Сегодня вообще был снег, метель, ураган такой был. Пока Мы уже заварили. гаражи красят. Серия номер 2. Остов. Мы начинаем.